Так мы можем повесить тоже. Это все мы повесим. А это сами, да, 4 штуки. Что там? Как было дело? Fox предложил создать команду демосценерскую для производства демок. Создал сайт, как бы побежал вперед телеги и принял туда несколько мемберов для... Я даже не знаю зачем. То есть я цели так и не понял, зачем он создал сайт, зачем он создал столько людей, пригласил туда. Quiet основался в начале 2006 года, когда мы с ним поехали на Дихалт первый раз электричками. Они уже были квайтовые. Это, то есть, демки, которые мы сделали на Веркзеуге в 2006 году для House Construction. Мы хотели сделать просто много работ туда. И у нас тогда был сильный ажиотаж, очень много мотивации, и очень как бы было все круто. И тогда мы, в принципе, ничего вообще не умели делать из демок. У нас был демо-тул Веркзеуг. Но, как оказалось, вообще Веркзеугом пользовались только определенный круг лиц. Людям, которым было интересно создать что-то интересное именно как в демо-туле. Они там делали всякие там текстуры, еще что-то. Но демок так, в принципе, грамотных, хороших, ну, Веркзеуге мы так и не увидели. Только Веркзеуг я изучил, а потом у нас уже завертелось все с Quiet. Вначале у нас еще не было самого названия Quiet. Click 3, вот остальные работы, они еще были под другими названиями. Click 3 это вообще название мамовского XM. Да, но тогда уже вся команда была собрана. Вы находитесь в штаб-квартире Quiet. Сейчас мы проведем для вас небольшую экскурсию. Мы находимся на знаменитом балконе, где, в принципе, группа Quiet была основана. Здесь сидели вообще, полностью все было место забито людьми. Вот. Здесь, в принципе, собрался первый, самый первый состав Quiet. Ну, вообще, мой брат покупал журнал Хакера, и там вот какие-то демки были выложены. Я вот оттуда, собственно, и познакомился с демосценой. А вот мы как-то после 2005-го ЗЦ с Фоксом мы как-то списались, и вот он меня навел на Карстона. До этого эксперименты были всякие с флешем, программировать я в нем пытался, но там ничего такого хорошо не получилось. Вот это УНСовское, как бы, мобильное рабочее место, которое он использует во время демопати тут. Это MIDI-контроллер, который пришелец. Вот это колонки, которые мне подарил DJ Демидов. Это M-Audio, который я стырил в M-Audio. Первая демка от Quiet — это Attempt of Suicide Off-World. Это первая, работа, которая была сделана в Веркзеуге. Мы все лето по выходным встречались с Унсом и работали над ней круглые сутки практически. То есть все выходные мы просто сидели судорожно и смотрели в мониторы и изобретали что-то. В общем, я тогда впервые во дворе пытался сделать, в общем, и вот сейчас даже слушаю, мне очень нравится такой жирный звук. Получился тогда. Это V2 синтезатор, фарбрашевский. Его можно использовать как отдельный инструмент, как многоканальный инструмент. Самое важное, то, что можно его использовать для производства чипов для интов. Для 64 килобайтных интов, либо для 32К. В общем, для маленького размера музыки в определенном формате, который можно использовать потом в демках. Мы пытаемся из него что-то выжимать, нам интересно, это вообще интересно выжимать что-то из фарбрашевского синтезатора. Вот. Как я уже говорил, у него потенциал очень огромный. То есть можно очень неплохие тембра создавать и очень неплохо пачку, постпроцессинг есть в нем. То есть это такое интересное. Конечно, это все не так просто, но это того стоит вообще. Трек мы просто попытались вместе с Дюном сделать что-то, то, что просил нас сделать Унс. А Унсу этот трек вообще не нравится, и
Ну, я думаю, и Дюна. Да и мне тоже. Ну как, ну он прикольный, как бы, с точки зрения тембров там. И все, собственно. То есть здесь тембра очень хорошие. А самое крутое, что здесь есть 6 модуляций, которые мы можем анимировать, и это вообще очень круто. Модуляции анимированные через загибающие. То есть это самая прелесть, короче, этого B2. Click 3 это был подарок нашему другу Маму, который очень большой вклад делает в группу Quiet, морально, своими знаниями программирования. То есть это очень-очень важный человек. Он очень крутой экспериментальный музыкант, трекерщик, очень много знает и очень много можно у него почерпнуть, в общем. И как бы послушайте его музыку, я рекомендую. Это Minimal Art Manifesto, Мам, рекомендую всем. Пластикариум, да, это больная тема. Мы пытались в ней что-то сделать. Нас интересовало в этой программе только одно, что глюки, которые используются в пластикаторе, их можно использовать на благо. И, собственно, вот War is Over, The War is Over, работа, она была сделана именно вот за счет, в принципе, этого. Вот у нас появился Айзет, с которым у нас большинство работ, собственно, и сделано какое-то собранное его руками. Изет — это очень хороший человек, который стремится быть полезным в Quiet. Он талантливый, кстати, кодер, то есть очень талантливый кодер. Только еще проблема, что мы все работы делаем за неделю до пати обычно. Если мы в битвах там можем там неизвестно каким образом вообще не спать, там не есть и вообще там находиться там чуть ли там не в болоте сидеть, как бы и кодить в этот момент, то Айзету очень сложно. Я пишу шейдер, там неважно, почему я пишу, очень много есть программ, в которых можно это сделать. Масса программ, которые позволяют... Мы пишем же только код. Этот код выполняется в шейдере, и мы просто видим, что шейдер делает, собственно, на экране. То есть превью. Мы используем www. Это очень хорошая тулза, бесплатная и вообще сделана специально для визуальных всяких вещей. Там то же самое, мы создаем окошко шейдера, привязываем это к превью окошка, собственно, ну как пользуемся мы им так. И удобно там, все переменные можно вывести на какие-то MIDI-контроллеры. Мы постоянно используем MIDI-контроллер. Я покажу самый простой темплейт, так сказать, шаблон, когда загружается только простейший шейдер и больше ничего. Ну, C — это, собственно, цвет, он возвращается вот в этой функции пиксельного шейдера. И в него можно передать там все что угодно. Все это там прописывать. На входе мы получаем координаты, собственно, точки пикселя. На выходе мы должны выдать его цвет. Просто синус координаты x. Мы видим полоски здесь. Добавить сюда еще что-нибудь. Время вот переменная t, тут, собственно, она просто в синус как фаза вставлена. Цвет вот так вот, можно сказать, едут полоски эти. Ну, собственно, тут как бы можно писать вообще все что угодно. Там от простых квадратиков до кружочков, до вообще 3D-сцен, если алгоритм рейтрейсинг тут какой-нибудь реализовать. Я вот не люблю себя называть программистом. Я вообще не люблю все это программирование там под Windows, под все это. Всякие там ошибки компиляции какие-то возникают. Меня вот это вообще бесит. Дебагинги всякие. В шейдере просто я как бы пишу и сразу же вижу результат, как будто я рисую. Так что... Да, это круто. То есть мы нажимаем клавиш, сразу слышим результат. Там даже клавиши нажимать не надо. Да. Просто я перестаю печатать, он мгновенно компилируется и показывается результат. На видеокарте это выполняется с вообще бешеной скоростью. Каждый пиксель, он, можно сказать, параллельно вычисляется, независимо от остальных. И с обычным процессором это даже не сравнится. Так, на скорую руку что-нибудь. Синусы — великая вещь вообще. Великая вещь — это косинус. Да, косинусы круче. Чем-то они круче.
Не, я не фанат синусов, я фанат возведения в степень. Вот это настоящая функция. А синус это так себе. Ну, возведи в степень что-нибудь. Сейчас посмотрим. Вот это уже можно выложить как один к интро, и все приколятся с этого. Чтобы работать шейдерами, в общем-то, подойдет любая машина. В-третьих, вот шейдеры, в которых уже можно писать что-то серьезное, они поддерживаются с шестых же форсов. Это уже там несколько лет назад еще они были. Я вот начинал на очень плохой видеокарте, и там все работало отлично. Никакая работа не может удовлетворять, и как-то у нас очень сложно со всем этим. То есть, иногда получается очень хороший эффект, он от этого радуется, там, и мы там, о, вот это класс, там, а вот это еще надо вот так. Он там, как бы, вообще, на самом деле, нельзя сказать, что работа может нравиться там, во всех отношениях. Пока ты ее делаешь, она нравится. Потом, когда уже Надоедает. учишься более новое что-то делать, делаешь более крутое. Помню, вот работа Крик-3, которую мы сделали еще очень давно. Да. Она мне тогда понравилась больше чем все остальные работы. Она была сделана за одну ночь. Да. И... За сутки вообще она была сделана, да. Почему трекер используется в интрах? В данном случае, потому что мы как бы генерим с помощью определенной программы свои личные сэмплы, которые потом загружаем в трекер и используем в трекере только нотную партитуру, собственно. Меньше становится места. Но трекеры на самом деле уже подустарели, как бы только, скажем, старики, как бы люди еще ценят это и делают что-то стоящее в трекерах. Ну, Renoise, например, это очень хороший, как бы, рекомендую всем, как бы, трекерный интерфейс, и это очень удобный интерфейс. Хорошая программа, она должна иметь именно такой интерфейс, потому что вот классический интерфейс секвенсора, он на самом деле нифига не удобный. Но это мое личное мнение, вот, собственно. Сцена Awards — это все-таки очень хорошая, как бы, затея, и она позволяет ощутить какую-то вот свою личную, что ты что-то добился, в принципе, короче. Вот, что это что-то символизирует все-таки. Это как бы, в принципе, можно сказать, что это как Оскар, да, и ты всемирно признан, типа того. То есть ты попал в 2000 каком-то там году, там, ты попал в пятерку там лучших в мире демок. Да, не знаю, у нас... Для меня больше значит автограф Корли Брейса, который мне Том так и не привез. Да. С Assembly. Это очень важно, да, на самом деле очень важно. То есть автограф Курли Брейса с Assembly, он не привез тоже грамоту с Assembly реально. Вот это для нас великие ценности, то есть это почитание других сценеров, таких, которых мы почитаем, то есть Uncle X, Курли Брейс, NFX, Кевлер с Кимнетом. Это группы для нас звезды, и для нас ценится их признание. Демки, которые произвели на меня впечатление, это, во-первых, каскада, то есть это первые демки, которые использовали уже моды, STM,
то есть трекерные музыкальные форматы. Я вообще собирал все демки, которые можно было запустить там на 386 SX на то время. Это был 92-93 год. Ну и куча других демок, то есть есть еще амижные там всякие разные, которые я тоже собирал, пытался выпускать на Atari, там, на Amiga. Second Reality очень сильно повлияло, то есть это была такая работа, которую я смотрел у друга, помню вот хорошо, я сидел у друга, которого, он мне постоянно игры какие-то доставал там, вот, и мы сидели, и я впервые у него видел Second Reality, это было вот что-то такое, что-то, не знаю, просто какое-то нечто. Сейчас, конечно, смотришь на нее и думаешь, господи, неужели, как она могла иметь впечатление, то есть я понятия не имею. Первый компьютер это был обычный PC уже, с Windows там каким-то, где DOS особо демки было не посмотреть. FFR 08 я посмотрел, когда он уже не актуален был. Демка, которую я вот там со временем мне не перестала нравиться, вот как он целом. Да, вот сейчас вот, когда я уже в графике более-менее стал разбираться, меня вообще не поражает ничего. Так. Бывают очень такие работы прикольные, посмотреть интересные, которые MFX там. Не удивляет ничего, в общем-то. ASD вот они делают очень крутые эффекты, ну как-то не цепляет меня это вообще. Всем очень нравится, они там топовые места всегда занимают, то есть они там гарантированно первое место на любой пати занимают. Не знаю, меня вот это никак не цепляет. Но история меня не цепляет, я его сам делал, мне он надоел. Она, конечно, очень страшная, ее смотреть. Ее даже делали было страшно, когда уже мама написала этот саундтрек. В общем-то, наверное, из-за него она так и прославилась. Это наша первая 4К интро была. Музыка больше нравится в демках, а графика я там не замечаю даже уже. Помню, как Джиз и Стэш на меня повлияли. Вообще, это было что-то, нечто. Я тогда уже любитель был там таких направлений, как Блатран. Я вообще был меломаном, то есть я собирал музыку, у меня в 7 лет там уже был весь Pink Floyd, там, Led Zeppelin. Ну, я уже имел представление, что такое современный стиль музыки. Хотя я жил вообще на полярном Урале, там где-то непонятно где, в общем. И слава богу, что в моем городе было так, что все было как-то еще развито. Несколько клубов там Спектрума и Atari, Амиги, и, соответственно, то есть люди были развиты. То есть я помню 4000-я Амига в 96 году у кого-то была. Это вообще, то есть, демки я смотрел на Амиге, то есть у меня я с раскрытой пастью сидел, там какие-то рейвовские треки. Амига, да, очень сильно повлияла на мою жизнь. Трекеры. То есть я помню тетрамет какой-нибудь польский, там, ты выпускаешь там, 4 канала. Ты в итоге потом скрин-трекер вообще, это нечто, 32 канала, там. Как в 95-м году я попал в Брозом Стейтсовские модуля, я просто сидел вот так вот несколько просто дней, мог сидеть, вот приходил домой, слушал один и тот же трек, и слышал вообще реально совершенно какую-то другую музыку, которая вообще реально другую музыку. Даже Aphex Twin не шел в сравнение с этим. То есть Aphex Twin это как-то все-таки нечто страшное, какой-то трэш-дэд, который там тыканье пальцем в небо. А там была какая-то реальная совокупность, тоска, человек что-то вот нащупал очень особенное, в общем. Конечно же, Halcyon, робот UMI, который, я не помню, как он называется, робот Insight, что ли. Вот, работа очень хорошая. Еще масса оранжевских демок. Мне очень нравились демки, где участвовал Мелоди.
Программа эта называется www. Она для видеоинсталляции вообще-то предназначена. Ну, в ней можно вообще делать все что угодно. Ее используем для написания шейдеров и потом, чтобы их демо использовать. Вот здесь вот пишется шейдер в этом окошке, который потом используется, задействуется при рендеринге всех вот этих вот штук. То есть вот вся эта схема, это еще не вся демка. Например, вот здесь вот находится шейдер, который сам занимает вот столько вот кода. Все это потом очень просто управляется. Есть таймлайнер, на котором можно все переменные, какие потом будут использоваться в этом шейдере. Можно их прописать очень удобно, как в любой программе. А дебаще вот все это рисуется здесь. Очень просто. Потом редактируется как будто это видео. Можно там перематывать, все это со звуком смотреть. Ну вот здесь, собственно, находится схема всей этой работы. Это, можно сказать, главный файл, в котором все уже собирается воедино. Он состоит еще из более мелких кусков. Там тоже все понамешано всего. И этот кусок состоит еще из более мелкого куска. Просто там, например, отрисовка там сферы на вывод ее на экран. Соединение ее, ну, вывод ее с помощью шейдера там, или там поворот ее какой-нибудь. Все что угодно. Это выглядит еще так понамешано. Если это все спрограммировать, там будет не очень так много занимать. Программировать это легче, там циклов, писать еще что-нибудь. А здесь приходится кучу этих блоков не вставлять. Это, конечно, тоже чем-то легче. Не надо держать там все это в голове, все это видно, наглядно. Самое главное, что это не нужно компилировать. Это работает прямо в то же время, когда я это делаю. То есть можно добавить там что-то прямо во всю схему, и оно будет сразу же отображено на экране. По поводу названий наших интро. Вообще в Quiet любят фразы, любят всякие выражения крылатые. Очень много наших друзей частенько придумывают различные фразы и выражения. У нас даже получается уже практически свой такой куайтовский язык. У нас есть один друг, Рамс из Нигерии. Он приехал сюда учиться, говорит по-английски, хочет выучить русский язык. Мы смеемся над его речью на английской. То есть это нормально для него там, как бы, а у нас это выглядит немножко смешно. Тем более у нас русская. Он смеется иногда над нашим акцентом русским. You know означает you know. Как он говорит, you understand, you know. И мы довольно часто с Унцем как бы используем это в обиходе, ну, в общении. Вот. И you know, и таким образом, то есть you know это прикольное слово. Методы, которыми она была сделана, совсем все по-другому. То есть мы там не делали там несколько сцен. Сцен, конечно, было много, там материала всякого на модели наделано, но это потом впоследствии все выкинулось там за несколько дней до пати и делали все из одной сцены. Плавное интро, плавное Да, демо. мы ударились что-то в ambient. Нам нравится ambient, да, что красиво. Делаешь одну сцену и выключишь. Да, потому что у нас есть много друзей, которые занимаются нойзом, дроном и так далее, и, на мой взгляд, они занимаются просто нелепыми какими-то вещами, которых толку нет вообще, я считаю. Нам нравится ambient, дрон, нойз, и в последнее время очень сильно с Унцем, как бы, мы скажем, подсели на это. Вот, и хочется сделать что-то вот, действительно классную какую-то работу с нашей точки зрения. Yes we can, это так Барак Обама сказал, yes we can. И мы просто вот так тоже представили. Ну, мы как бы даже не думали, что мы можем такую 4К сделать. В гипнозе там вообще очень все просто, там можно упаковать там этот код вообще там, в очень маленький размер. А в Yes We Can как-то все так получилось разнообразно. С помощью синтезатора, там 4 кланг мы использовали. И первые вот эти моменты, когда мы пытались все ужать, там, когда осталось 3 байта, надо их убрать. И все мучаются 3 байта. А как же убрать эти 3 байта?
хороший упаковщик, который сейчас вообще все 4К Intel используют. Вот там 2 человека написали. Вот, и мы тоже, собственно, использовали его. Без него она бы занимала там 15 килобайт. Его используют там все для вирусов, даже как он только попал в общий доступ, его все стали использовать. Антивирусы стали ругаться на него. 4 Там каникулы, да, все теперь стали. они пишут им там, в поддержку, чтобы они убрали это, чтобы распаковывали сначала этот экзешник, а потом уже проверяли, вирус это или нет. Они просто ругаются на упаковщик. Какой может быть там в 4 килобайтах еще и вирус, кроме всего этого. Это было бы очень круто, если там бывает даже антивирус ругается там, показывает 16 троянов в экзешнике, а экзешник там 4 килобайта весит. Это вообще непонятно. А люди многие, которые, не знают о демосцене, они ведутся на это и думают, что вот ничего себе, они там вирусы еще и распространяют. Что это такое? Иногда вообще поражаешься, как люди, музыкально создают тембра, смешивая кучу разных осцилляторов и получают вообще прикольно. То есть обычный щелчок может стать там бочкой, например, еще шумок. У тебя получилось интересно что-то, вообще там совершенно рандомайзный какой-то звук, ты его используешь. Очень круто. То есть это один из таких подходов, как использование всего, что угодно, все, что под руку попадается, и человек из этого строит дом, например. Это очень круто. Это действительно что-то, что можно назвать чем-то настоящим. Здесь, в общем-то, все просто сделано. Там отрисовывается одна сфера и одна плоскость, которая потом выгибается очень хитро в бабочку. Из себя представляет обычную плоскость, которая там подразделена на кучу квадратов. Ее можно там гнуть как угодно. Крылья там, например. Вот из себя такую форму представляют. Потом, которая выгибается, продолжение как лапа. А все текстуры рисуются, вот как я уже показывал, в шейдере. Всякими этими хитрыми комбинациями синусов. Она выгнута в вертексном шейдере и раскрашена в пиксельном. Но здесь, да, побольше объектов рисуется там именно в геометрии. Одна плоскость на фон, чтобы вот этот космос нарисовать. Одна на бабочку, одна на землю, одна там, чтобы вот там дымку нарисовать вот здесь. Дальше там постпроцессинг, всякие цветокоррекции. Пишите демосцену. Вот Скрю сделали демо и выиграли ЦЦ.